Мы опоздали на наш самолет, и сейчас мы ждем, чтобы узнать, если мы можем поменять наш билет на завтра. Завтра мы вылетаем из Канкуна в Сан-Хосе, и Новый год в этом году мы встретим в Коста-Рике. Ну что, вещи уже собраны, и мы уже готовимся отправиться. Вот это вот мои вещи, а это вещи Алекса. Но, чтобы вы знали, это все мои вещи. Кроме этого, у меня ничего нет. Все, прощай, мексиканская квартира. Итак, за сутки до вылета мы зарегистрировались на рейс. В билете я увидела, что было написано, что нужно прибыть в аэропорт за 3 часа до вылета. Я об этом сказала Алексу. Мол, нам нужно прибыть за 3 часа до вылета. На что он сказал, это бред какой-то, и вообще никто так не делает. Мы ехали из Мериды в Канкун через Чеченицу, и по дороге из Чеченицы в Канкун я поняла, что мы опаздываем, потому что карты нам говорили, что нам ехать примерно 3 часа, а вылет наш был более чем через 3 часа. И тут я говорю Алексу, мы не успеваем. Он говорит, нет, мы успеваем, у тебя неправильное время. У него в голове было то время, которое было написано, когда он покупал билет. И он думал, что так как ему не пришло никакое уведомление, значит, у меня неправильное время, а у него правильное время. И несмотря на то, что мы опаздывали, мы даже остановились на короткий обед по пути, и мне потребовалось, наверное, минут 20, чтобы убедить его, что вот это время вылета, которое у меня, оно правильно. Я даже открыла веб-сайт аэропорта и показываю, вот, видишь, вот время вылета. И тогда он наконец мне поверил, но уже было немножко поздновато. И мы даже попытались позвонить в авиалинии, но так как мы ехали через какой-то лес, то сигнала не было, поэтому мы не дозвонились. Он думал, что мы вылетим по тому времени, которое было указано тогда, когда он покупал билет. И оно было на час позже, чем новое время вылета. В аэропорт подвозил наш друг, и он ехал достаточно быстро, поэтому мы прибыли примерно за 10 минут до вылета. Мы опоздали на наш самолет, и сейчас мы ждем, чтобы узнать, если мы можем поменять наш билет на завтра. Нам поменяли билеты на завтра на 8 утра. Мы приехали в аэропорт за несколько минут до начала посадки, и нужно было стоять еще огромную очередь для того, чтобы сдать свой багаж. Я не знаю, это очередь час или два. В итоге мы не успели. А это очередь, которую нужно выстоять, чтобы сдать свой багаж. Мы собираемся провести ночь в аэропорту, потому что самолет в 8 утра, и нужно будет еще стоять в очереди, чтобы сдать багаж, и особо нет никакого смысла ехать в гостиницу на ночь. Я сейчас сидела в аэропорту и очень сильно замерзла. Потом я такая подумала, черт, я же в Мексике. Я решила выйти на улицу, и на улице реально теплее, чем в аэропорту. Ну все, мы пережили эту ночь в аэропорту, затем мы стояли очередь на регистрацию, зарегистрировались, прошли паспортный контроль, и сейчас сидим, ждем наш самолет. Надеюсь, ничего больше не произойдет, и мы благополучно долетим до Коста-Рики. Я не спала целые сутки, я так устала. Мексиканские аэропорты. Сейчас до нашего вылета на табло появился номер выхода, и было написано, что самолет отправится по расписанию. Но, как вы уже догадались, он не отправится по расписанию. Самолет задержали на 3 часа, даже чуть побольше, чем 3 часа. Что придется подождать в аэропорту еще 4 часа. А еще я не сплю уже больше суток. Мы вчера не поехали в гостиницу, потому что самолет сегодня должен был отправиться в 8 часов. По правилам авиакомпании нужно приехать в аэропорт за 3 часа до вылета. То есть нам нужно было приехать в 5 часов сюда. А рядом с аэропортом не было свободных номеров, поэтому нам нужно было куда-то заселиться чуть подальше. Что означает, нам нужно было бы уехать из отеля часа в 4. И нужно было встать, естественно, да, там как минимум за полчаса. Поэтому не было смысла ехать в отель, и мы решили остаться в аэропорту на ночь. А сейчас мы узнаем, что самолет задержали еще на 3 часа, и в итоге мы вылетаем в 11:20. Это так ужасно.
Эта компания третья самая худшая, и, походу, она заслуженно завоевала это звание. Но теперь мне интересно, насколько же плохие первая и вторая самые худшие две компании. Если честно, у меня уже просто нет сил. Ну что, new update. Самолет задержали еще на 3 часа. В этом аэропорту так холодно. На мне 3 слоя свитеров, кофт. И мне все равно холодно. Они организовали столик информации для людей нашего рейса. И девушка, которая там стоит, она не говорит по-английски. Хотя перелет международный. Ну что, еще один апдейт. Я сейчас пыталась поговорить на столике информации, и девушка на этом столике вообще не говорит по-английски прям ни слова. Я хотела выяснить, можем ли мы получить ваучеры на горячее питание, и она сказала, что так как рейс задержали из-за погодных условий, то ваучер на горячее питание нам не дадут, но пообещали возместить 1500 мексиканских песо на человека. Надеюсь, возместят. Но это было просто ужасно. Она ни слова не говорит по-английски. Нам пришлось общаться через Google переводчик, и она очень медленно печатает. У меня было 3 вопроса, и я не знаю, мне кажется, я минут 15 возле нее стояла. Это просто ужасно. Я не знаю, как они могут поставить человека, который вообще не говорит на английском, на международные перелеты. А еще в Сан-Хосе у нас было организовано такси. Организовано и заплачено. И я, если честно, уже не знаю, действительно ли будет нас ждать это такси, потому что мы уже 3 раза писали ему новое время прибытия, но увидим. Что меня удивляет, так это то, что вместо того, чтобы объявить по громкой связи для всех информацию о нашем вылете, нам пришлось стоять в очереди, чтобы получить эту информацию. Ну что, 2 новости. Хорошая и плохая. До нашего вылета осталось 1,5 часа. И хорошая новость то, что наш самолет уже в пути, и, скорее всего, мы в этот раз вылетим вовремя. А плохая новость заключается в том, что мы не получим 1500 мексиканских песо в виде денег, а получим в виде каких-то кредитов, которые мы можем использовать, летая с этой авиалинией. Но мы как-то не очень хотим летать с этими авиалиниями. Кажется, мы собираемся наконец лететь. Надеюсь, это правда. Вот на этом экране написано Сан-Хосе. Надеюсь, мы оттуда сейчас улетим. Алекс, как ты думаешь, мы сейчас улетим или нет? Возможно. Сейчас только что что-то сказали о нашем рейсе. Но я не знаю, что сказали о нашем рейсе, потому что сказали только на испанском, на английском никто ничего не сказал. Хотя, повторюсь, вылет международный. Мы должны были вылететь 14:44, и сейчас 14:40. Мы только сели на наши места, и весь самолет только-только садится. Добро пожаловать в Коста-Рику. Наконец-то мы приземлились в Коста-Рике. Эта страна больше известна красотой своей природы. И, глядя в окно, я уже могла немножко посмотреть на эту природу. Да, я уже вижу, что эта страна очень-очень красивая.
Как ты себя чувствуешь? Да. How do you feel? How do you feel? Lift? Я, если честно, не могу поверить, что наконец-то мы приземлились. Надеюсь, мы благополучно пройдем досмотр. Добрались до нашей квартиры, все хорошо, но мы очень сильно устали, я просто первым делом побежала в душ. У меня просто уже нет сил, поэтому я вам все расскажу завтра и покажу вам нашу квартиру. У нас просто обалденный вид. Ну, по крайней мере, ночью, не знаю, как днем, но вечером вид просто нереальный. Ну и что в итоге? А в итоге, во-первых, нам не пришло уведомление о том, что они изменили время вылета. Да, к счастью, нам бесплатно поменяли билет на следующее утро. Наш второй рейс задержали 3 раза, при том, что несколько раз объявляли посадку на самолет, который был еще в Сан-Хосе. То есть, когда они объявляли нашу посадку, они прекрасно знали, что самолет еще в Сан-Хосе, и никакой посадки не будет. В-третьих, нам не предоставили ни горячего питания, ни воду. Они организовали столик информации, на котором посадили одного человека, который вообще ни слова не говорит по-английски. И для того, чтобы что-то выяснить, нужно было очень долго печатать на телефоне через переводчик. Никто ничего не объявлял по громкой связи. И для того, чтобы получить информацию, нужно было сначала стоять в очереди на этот столик информации, а затем очень долго печатать свой вопрос в Google переводчике. В итоге мы провели сутки в аэропорту, потратили кучу денег на питание. И да, конечно, в этом есть наша вина. Мы должны были сами несколько раз проверить точное время вылета. Но я считаю, что и авиакомпания могла более качественно работать со своими клиентами.